Весна была очень ранняя. Мы шли на уровне, наверное, с центральной Украиной, а потом в июне у нас резко похолодало, пошли дожди и все застопорилось. В общем, цветение затянулось на 3 недели примерно. Точки роста практически на всех кустах отсутствуют. Просто как обсмаленные черные, где-то вообще нет. Вот для сравнения, справа коронка какая должна быть, слева которая не должна быть. Ну вот по сути это на одном побеге. И вот пошел нормальный побежек из пасынка. Так что вот я этим пасынком сейчас это дело и заменю. Всем привет! 29 июня 2024 года. Минская область, Пуховический район. Наконец-то закончилось опыление. Оно у нас было затяжное, потому что лето было, точнее весна была очень ранняя. Мы шли на уровне, наверное, с центральной Украиной, а потом в июне у нас резко похолодало, пошли дожди и все застопорилось. В общем, цветение затянулось на 3 недели примерно. Здесь уже проредил грозди. Там по 2, по 3 было на побег. Здесь еще предстоит мне работа. Видите, насколько все густое. Удалить несколько, буквально парочку нижних листиков. Лишние грозди удалить, чтобы не было перегруза. И смотрите, все уже переросло верхнюю проволоку. Я щипал макушки. И уже тут, по сути, придется чеканить. Потому что уже все переросло конкретно. В этом году у меня вот такая маленькая проблемка. Видите, точки роста практически на всех кустах отсутствуют. Они есть, но они такие где-то просто как обсмаленные черные, где-то вообще нет коронки загнутой. Ну вот практически на всех такая вот фигня. Вон видите, здесь, наверное, видно чернота. Я эту проблему уже решил, узнал, что это. Ну вот, у кого есть какие догадки, пока идет видео, можете написать в комментарии, что это могло быть. В конце видео я скажу. На пасынках все нормально, и именно коронки, именно точки роста. Ну, здесь они уже вон восстанавливаются, все нормально. Вот для сравнения, справа коронка какая должна быть, слева которая не должна быть. Ну вот по сути это на одном побеге. И вот пошел нормальный побежек из пасынка. Так что вот я этим пасынком сейчас это дело и заменю. При этом на росте побега это никак не отразилось. Рост все равно был хороший, но смущала именно коронка. Здесь более-менее, видите, загущения нет. Здесь еще есть загущение, потому что я здесь не провел пасынкование. Каждые выходные провожу пасынкование. Пасынки прут, конечно, нормально. Рост идет. Вот здесь, видите, какой длиннющий пасынок. Его надо будет прищипнуть. Верхушки пока не буду трогать. Потом буквально 2 верхних пасынка оставлю, чтобы была точка роста. И сделаю такую чеканку. Вот так с виду здесь трудно разобраться. Вот здесь, видите, все аккуратно, все понятно. Гроздь, побег, пасынков нет, все хорошо. Вот здесь лес пока еще. Видите, пару листиков уберу. Уже можно, но без фанатизма. И я заметил в этом году соцветие раз, соцветие 2, бывает и 3. И в основном опылилось лучше не самое нижнее соцветие, а верхнее у большинства побегов. Поэтому хорошо, что я оставил все соцветия. Есть еще выбрать, потому что опыление прошло неравномерно. Где-то, видимо, когда нижнее соцветие начало опыляться, погода была похуже. Вот на верхнее соцветие вышла погода, видимо, поинтересней. Поэтому что мы делаем? Одну гроздочку удаляем. Все, мы разгружаем. Да, жалко, да, красивая. Но если сравнивать с этой, здесь ягодки более крупные, более выполненные. И вот так сейчас пробежимся по всему ряду. Вот видите, здесь ягодки покрупнее. Ну, пробегусь, потому что кое-где бывает и третье соцветие где-то не заметил, поэтому надо повнимательнее. Ну и обязательно пасынкование. Причем пасынки пошли уже второго порядка. Вот пасынок был прищипнут, вот пасынок второго порядка уже тоже прищипнут. Вот то же самое. Пасынок первого порядка прищипнут, пошел пасынок второго порядка. Щипаю. И так до верха. И куда достает рука, я беру и чеканю. Оставлю одну точку роста потом. Вот здесь пасынок какой длиннющий, его убираю. В общем, сейчас пройдусь по ряду. Оставляем 2 пасынка верхних, чтобы заменить точку роста. Вот новое опять приобретение. Сейчас тестирую. Секатор Chicamassa PSA J8.
Выполнен из высококачественной углеродистой стали. Лезвие хромировано от коррозии. На металле есть тонкий слой фтора. Его не видно, но он предотвращает налипание сока. Очень неплохой секатор. В руке лежит очень удобно. Они есть разных размеров, поэтому кого заинтересовало такое чудо, ссылка в описании под видео. Произведено в Японии. Раз в 3 года обрезаю эту березку, садоводы всегда у виска крутят. Зачем я это делаю? Потому что когда обрезаешь, одни такие голые пни остаются. Потом обрастают, и все нормально. Мне нравится. А так, если этого не делать, береза такая огромная становится, высокая и широкая. Листья летят во все стороны, но и она некрасивой становится. А так я ее поддерживаю компактно. Не знаю, метров 6, наверное, высота. И вот так она раз в 2-3 года я обрезаю. И она потом, ну это вот буквально сколько, за 3 месяца она так обросла уже. Вот так голый ствол был. Провел обработку орданом 25 грамм, райок 4 миллилитра, алатар 5 миллилитров, Экосил 80 капель, антистрессовый препарат, пистолон зеленый. Ну вот такая баковая смесь. Розы, кстати, индикатор болезней. Если начали болеть, это значит пора обрабатывать виноград. Раньше всегда садили на виноградниках розы. Когда обрабатываю виноград, заодно обрабатываю и розы. И тогда они тоже чистенькие. Опыление прошло везде по-разному. Вот эта каталония, в принципе, опылилась вполне себе неплохо. Я оставил по одной грозди на побег. И тогда ягоды крупные, выполненные, сладкие. Ну, пораньше будут созревать. Пробовал оставлять по 2 грозди. Ну, не очень было. Грозочки маленькие получались. Когда... Одна гроздь очень нормально. Хотя оно вытянуло бы, наверное, и 2, но мне больше нравится по одной. Юпитер самый первый опылился. Грозди вполне выполненные. Ну, тут по 2 грозди я оставил. Было и по 3, и по 4. Я оставляю. В моих условиях все-таки по 2, наверное, более-менее надежно. По 3, мне кажется, все-таки будет перегруз. Потому что ну, лето у нас не очень длинное. Аркадия хоть самая последняя опылилась, но она как-то... Буквально за неделю, ну как-то быстренько так шась, и все, она уже отцвела и очень даже неплохо выглядит. Кстати, оставлял 2-ю гроздь. Первые хуже опылились, 2-е лучше, почти везде. Алешенькин, как всегда, вот такие повыдавал, по 2 грозди на побег. Естественно, оставил по 1, потому что всегда у него грозди сумасшедшие. Кило и выше. У меня было по 2300, по-моему, самая большая гроздь Алешенькиного. Ну, выглядит вполне себе неплохо опыленный. Последние пару-тройку лет он неплохо опыляется. Раньше очень много гороха, причем который сам не осыпался. Приходилось вырезать ножничками. Ну, вот примерно вот так все было. Вот. Тут, наверное, придется еще и поработать. Ну, посмотрим. Да, вот такое обычно было опыление, даже хуже. Вот это вообще хорошо опылилось. Потрясти, и лишнее осыпается. И я думаю, все будет нормально. Ну вот по поводу этих побегов я в начале видео говорил, да. Обзвонил товарищам, виноградарям. Возможно, кто-то сталкивался. Честно говоря, никто ничего подобного не видел. Большинство такого ничего не видели. Но пришли к выводу, кто на что гораст. Кто сказал, какое-то грибное, неизвестно какое. Большинство все-таки за то, что якобы перехимичил, перекормил. Хотя это все было до обработки, до первой обработки. И первая обработка была антракол, и все от антракноза. Там нечем было перехимичивать. И потом институтским товарищам позвонил, и некоторые сошлись во мнении с институтскими, что это стресс от холодов. Потому что в июне у нас очень были холодные ночи и дни. Весь июнь был дождливый. Ну, 2, даже 3 недели. Причем у некоторых даже был такой утром иней. Значит, был конкретный где-то приморозок, и по верхушкам где-то что-то именно по верху, возможно, прихватило. В общем, вывод примерно такой, что это стресс.
Я обработал сейчас орданом. Он убивает большинство грибковых заболеваний, самый такой универсальный. Медсодержащий препарат. Скор добавил. В общем, вчера провел обработку. И добавил антистрессовый препарат. Я думаю, все восстановится, все будет нормально. Но рост при этом неплохой. Все переросло в верхнюю проволоку. Ну, не все, но большинство.